Приветствую! Вы на канале Realistic PES. Мы продолжаем обсуждать недавнее обновление до версии 4.3.0. И как я уже неоднократно повторяю, несмотря на то, что обновление небольшое, тем не менее ажиотаж оно смогло вызвать, опять же не без помощи всего того, что это обновление окружало, а именно новый амбассадор, возвращение команды, которая некогда присутствовала в eFootball и прочие подобные моменты. И именно об этом сегодня хочется в лишний раз налить воды, поделиться своим мнением и заодно послушать ваше. А в частности, что именно повышает интерес к игре и что стоило бы сделать Konami, чтобы поддерживать ажиотаж и интерес на постоянной основе. Не забывайте подписываться на этот канал, если находитесь здесь впервые, проставлять лайк под этим роликом, ну и приглашаю в комментарии для того, чтобы вы поделились своим мнением и в целом подискутировали со мной и с другими комментаторами тоже. Все мы с вами знаем, что если копить монеты в eFootball, то все равно не удастся выявить желаемого эпика. А поэтому, если вам необходимо приобрести монеты для eFootball Mobile, то вам на PlayRock. PlayRock — это маркетплейс товаров и услуг. Помимо приобретения желаемого товара, вы также можете предложить свои товары и услуги. Приобрести любой интересующий вас товар можно быстро и, самое главное, легко. Выбираем удобный способ и оплачиваем в пару кликов. Все происходит быстро и, самое главное, безопасно. Помимо всего прочего, на PlayRock постоянно проходят розыгрыши, поэтому переходите по ссылке и закупайтесь по лучшим ценам. Если посмотреть на апдейт до версии 4.3.0 в отрыве от амбассадорского соглашения с Ямалем, без возвращения Бэра, даже банально без бразильской компании, то по сути она ничего не привнесла. Да, добавила на самом деле немало количества фейсов, их где-то около 200 штук, но по большей части игровой процесс особо изменений не претерпел, режимов никаких не появилось. С другой стороны, нам ничего подобного не ожидали, но просто констатируем факт, данность, что мы получили с очередным обновлением новой версии. Но даже несмотря на это, за сутки до обновления и в день самого обновления ажиотаж вокруг игры и этого обновления все же был. Опять же, несмотря на то, что он, по своей сути небольшой. А все почему? Во-первых, потому что возвращение Байера, который в прошлом году стал чемпионом Германии. С одной стороны, Konami немного провалились, упустив лицензию именно в год чемпионства, но они хоть как-то реабилитировались и смогли вернуть Байер в игру. И когда уже понятно, что в этом году Байер не станет чемпионом Бундеслиги, какой нам прок от этой лицензии, в чем ее прелесть? Несмотря на это, в Байере все еще остаются более-менее именитые игроки чемпионского состава в конце концов, а это означает, что благодаря лицензии мы сможем их наблюдать в команде недели, в обычной команде недели, в команде недели по Лиге Чемпионов. А среди игроков Байера есть достаточно интересные модельки. Банальный пример, тот же самый Вирс, о котором я уже говорил, Джонатан Та, Фринпонг, Гримальдо и остальные ребята. Учитывая годичное отсутствие Байера, по сути мы их редко наблюдали, если наблюдали вообще. Например, Гримальдо в каких-то паках особо не светился, Вирц и Та светились только как шоутаймовские игроки своих национальных сборных, но я думаю, что если бы вот они были как игроки Байера, то видели бы мы их намного чаще. Ну и нынешними игроками дело не ограничивается. Учитывая партнерские соглашения, возможно, мы в недалеком будущем увидим каких-нибудь эпиков от Байера. Уже вспоминают про Бербатова, когда он играл за Байер, или, например, Балака, которого никогда, по-моему, не было в серии PES и в eFootball соответственно. Но кто знает, возможно, именно благодаря этому сотрудничеству с ним будет договориться намного проще. Ну а про соглашение с Ямалем и вовсе говорить не приходится. Опять же отмечу, что здорово, что Konami удалось договориться с испанцем, и, судя по всему, этому способствовал и сам опыт взаимодействия Ламина с серией игр Pro Evolution Soccer, как нам в лишний раз продемонстрировали в трейлере, что в лишний раз открывает возможности для его появления в очередных паках в eFootball. В прошлом году все сокрушались, где Ямаль в команде недели, где Ямаль в шоутаймовских паках. Тем не менее, под конец жизненного цикла 24-й части мы его дождались, увидели в команде недели в начале eFootball 2025, а теперь и вовсе получили его эпическую карточку. Возможно, не метовую, но я думаю, что это только начало, грубо говоря. И все это я веду к тому, что взаимодействие с клубами по отдельности, с игроками, все это необходимо для того, чтобы поддерживать интерес к игре, поскольку Konami уже не первый год использует такую тактику, а именно перевыпуска карточек. И с последним оперативным обновлением мы наблюдаем все те же самые фамилии. А если мы в лишний раз ознакомимся с модельками этих фамилий, то поймем, что по большей части это все те же самые модельки, которые не претерпели ни единого изменения. И возможно, к удивлению некоторых, я скажу, что эти самые модельки тянутся еще со времен Pro Evolution Soccer 20-й, 21-й части, а с момента их релиза прошло уже 5-6 лет. А поэтому путем соглашений с командой
командами, с отдельными игроками. Нам надо пополнять базу данных футболистов. Да, нам трудно договориться с чемпионатами, не стоит оставлять работу в этом направлении. Возможно, некоторые из вас все еще помнят политику Konami, которая была упомянута летом прошлого года, что важен не клуб, а игрок. Даже она должна использоваться куда более эффективно, нежели это происходит на самом деле. Я слукавлю, если скажу, что в игре вообще не появляется новых эпических игроков. Как-никак появление Азара, Кьелини, Буфона полной противоположности такой точки зрения, но они появляются раз в несколько месяцев, в то время как каждую неделю мы наблюдаем все те же самые лица, которые фигурируют в игре еще со времен Пески. А поэтому, если Konami не удосуживаются выпускать новые режимы для игры, не планируют вводить изменения в графической составляющей, в геймплейной составляющей, то хотя бы будьте добры создавать ажиотаж вокруг своего онлайн-режима путем добавления новых команд, хотя бы даже фейковых, соглашением с новыми футболистами, чтобы опять же в лишний раз расширить базу данных игроков. Ну а что думаете вы, дорогие друзья? В комментариях пишите, с кем бы из футболистов и футбольных команд вы хотели бы наблюдать сотрудничество Konami. В целом, как вы думаете, насколько это возможно? Ну и в лишний раз не забывайте поддерживать лайком этот ролик. Подписывайтесь на наш канал, если находитесь здесь впервые. Подписывайтесь на наши соцсети, ссылки на которые присутствуют в описании. Ну и про этот канал также не забывайте. Всем спасибо за просмотр, всем спасибо за вашу активность и услышимся в следующих видео. До скорых встреч!